Так, ну что, мы начинаем. Начинаем мы с новости тревожной. Путин отменил запланированные на неделю визиты по России, не появляется на публике с начала месяца. ТСН. И вот здесь описывается, что он не появляется на самом деле на публике, и что такое уже когда-то было. Ну и здесь им задают вопросы, а что ТСН так распереживались, потеряли из виду сразу шухер. На сайте нажимаем Ctrl-F, слово Путин. Выходит 12 совпадений. Наши СМИ сошли с ума, слово Порошенко не найдено вообще. Мы в какой стране живем? В принципе, вывод делаете самостоятельно, но я давно заметил, уже подметил, что украинские СМИ Путин волнует намного больше, чем Порошенко. Порошенко это так, знаете, Порошенко там что-то сказал, там рассказал, там пообещал, а Путин, он неделю не появляется, вы что? Ну, а теперь о смешном. А смешно это про Крым. Крым, собака, грустно. Соцсети продолжают глумиться над оккупированным полуостровом. Илья Варламов, конечно же, кто еще может поглумиться. И вот здесь интересная фотография. Лучшее фото Варламова, но это фото не Варламова. Как можно оставить такие места и ехать в эту задрипанную Турцию? Ну и все уже смеются, потому как смешно. Смотрите, плавают эти русские, они как свиньи, ну честно. Они плавают среди мусора на своих лодках и все такое прочее. Прицепилось ко мне это все такое прочее. Постоянно, слово паразит какое-то. Так, ну что здесь у нас? Закарпатье, Закарпатье. Здесь написано, что, в общем-то, что массово приглашают в Закарпатье, но в Закарпатье развели свинарник. Угу, хорошие места. О, меня сразу туда тянет прям. Это долина мертвого пластика. О, знакомая фотография. Девушки едут в Закарпатье, и комментарии датированы еще 11 годом. 11 год точно. Получается, смеются над Крымом, используя фото из Закарпатья 11 года. Фу, молодцы. А теперь о модном давайте. Не, о гордости. Причем слово гордость надо говорить именно так. Гордость. Смотрите, это большой человек. Это дочь Оззи Осборна. Не знаете, кто такой Оззи Осборн? Когда-то это был известный музыкант. Так, люди могут думать, что Нью-Йорк сердце моды, но я думаю, что Украина, она нас похвалила. Она похвалила нас, она купила платье, украинского дизайнера. Ну и написала об этом в Инстаграм. Что вы думаете после этого случилось? Ну, как вы полагаете? І це ой, дякуємо вам, дякуємо, спасибо от Украины. Вы просто себе дякуємо, спасибо. Вы просто представьте себе, сын какого-нибудь там Эрика Клэптона, к примеру, да, одевает рубашку, лучше даже халат, банный халат Дольче Габбана, и к нему начинают в комментарии бежать итальянцы и писать «Грасия». Что представили, а мне как-то не представляется. А теперь перейдем к часам. Потому что возник скандал. Генеральный прокурор Украины, который известный борец с коррупцией, он явился на заседание Верховной Рады в часах, а часы 30 тысяч долларов стоят. И начали хайп поднимать, мол, как-то, ну, нехорошо, что он так явился. Но вот сразу была разгадана тайна происхождения золотых часов. Вот эти часы. Кстати, я не могу понять, почему они так взволновали общественность. Он эти часы светит уже достаточно давно. Никто не обращал внимания. Просто тут интересно получилось, что он именно пришел с коррупцией бороться, и часы у него за 30 тысяч долларов. Мне даже страшно представить, это сколько украинскому пенсионеру надо получать пенсии или не получать пенсии для того, чтобы секундную стрелку этих часов заиметь. Но пресс-секретарь Луценко все объяснила, откуда часы. А откуда часы, он не всегда был генпрокурором. Вот, жена Ирина, которая имела бизнес, подарила эти часы на юбилей еще в тюрьме. О часах сам Луценко не раз рассказывал, не скрывая, под рукавом пиджака. Ну, я не знаю, чтобы он часто о них рассказывал, или хоть раз. Но украинские СМИ подхватывают эту версию, и все как бы. Море разбушевалось, знаете, и затихло. Да вот же, все, жена бизнесвумен. Ну, бизнесвумен, у нее бизнес развился, когда он стал министром МВД. Ну, что мы сделали? Во-первых, моя девушка, когда узнала, что жена Юрия Витальевича дарит ему такие подарки, взяла и мне тоже подарила.
Улис Нардин. Я написал об этом в соцсетях. Будь как Юра. Но как Юра быть полностью у нас не получится. Я объясню в конце этого блока. Короче, ну а мы пока что связались с Улис Нардин. Вот их страница на Facebook. Любой может проверить. 110 тысяч подписчиков. Написали мы им письмецо. Мол, здравствуйте, Улис Нардин. А тут такое дело. Юрий Витальевич Луценко засветился вот в часах. И отправили им ссылку на как раз на новость о Юрии Витальевиче Луценко. И они дали очень интересный ответ. Благодарим вас за ваше сообщение и интерес к нашему бренду. Модель генерала, генералом назвали, Юрия Луценко 1183 126 343, корпус из нержавеющей стали и 266 67 343, корпус из розового золота. Часы произведены в 2014 году. Я не могу кликнуть на рекламное объявление, но будьте осторожны, реклама поддельных часов. Улис Нардин не дает объявлений в интернете со сниженной ценой, бла-бла-бла. Вот на этом моменте я не понял. Я видел такие часы, как у Юрия Витальевича Луценко, до 2014 года. То есть они производились там в 2009 году, да, но я видел. Но мне объяснили знающие люди, что в Улис Нардин работают не мальчики. И они могут отличить модификацию даже по расстоянию между циферками на циферблате. Не знаю, правда или нет, но Улис Нардин написали, что часы Юрия Витальевича Луценко произведены в 2014 году. В 2014 году Юрий Витальевич Луценко еще не сидел. Повторюсь, оставляю это на совести Улис Нардин. Почему я, даже имея Улис Нардин, не смогу стать таким, как он? Да потому что он круче. И есть к чему стремиться. Посмотрите, я таких часов даже не знаю, что это за часы такие. О, красивые какие. Видите? Он в них раньше тасовался. И стоят они 28 тысяч долларов. Ну как, жена, наверное, подарила. А вот это вот бригет. Вот, бригетик. Стоят они, что там, 20-ка. А может и больше. Бригет — это вообще классные часы. Пушкин еще даже их описывал в своем бессмертном произведении Евгений Онегин. А вот смотрите, Порошенко ему говорит: да попустись, что-то эти часы. Юрик, да нашел ты из-за чего переживать. У меня вон слепой траст. И размышления о том, как вообще запасаются часами и другими там полезными вещами, как видоизменяются люди, когда становятся депутатами, когда дорываются до кормухи, сподвигло меня на определенный, знаете, проект. Это Татьяна Черновол. Раньше Татьяна Черновол постоянно лазила по заборам. Это типичная Татьянка. Это типичная Татьянка. Знаете, брючки, клешики, такие снизу грязные, какие-то ботиночки непонятные, и вышиванка какая-то ни к селу, ни к городу. Или же свитер, который видавший виды. Коли прийде сотня тисяч, коли прийде, наприклад, 500 000 або мільйон. С макияжем Таня не дружила, и с волосами у нее было такое, знаете, если бы она поиграла бы в Шинейд О'Коннор, небезызвестную, которая была в молодости, к примеру, в Шинейд О'Коннор, то я думаю, ей пошло бы больше, чем вот эта вот пакля. Одна щека красится, вторая не красится. И вдруг внезапно происходит с Таней метаморфоза. Вот как только начинает бороться Таня с коррупцией, начинает кататься на интересные курорты, отдыхать, автомобиль появляется, сумочки, знаете, такие не очень там дорогие, но тем не менее. И сама она начинает преображаться, волшебство. С Таней начинают работать нормальные парикмахеры, нормальные визажисты. Она наконец-то, видите, у нее наконец-то обе щеки правильно накрашены. И чем больше Таня борется с коррупцией, тем больше меняется, она преображается, расцветает. Вот какая уже. Ой, Кларочка такая. Но подождите, а куда же делась та Таня, которую все мы знали и любили? Куда девалась Танюша в клешиках грязных, каких-то растянутых куртках? Канула в лету, потому что появился на горизонте Пашинский. Сам не бог весть какой красавец, но человек с деньгами. Смотрите, вот эта вот передача, к слову, обратите внимание, ее Артем Шевченко ведет, про рейдера Пашинского.
Канал ТВАЙ у рамках акції «Чисті списки. Чесний парламент», розпочатої спільно з низкою громадських організацій, проводить ретельний моніторинг кандидатів у депутати від об'єднаної опозиції. А Пашинский близкий был к Юлии Владимировне Тимошенко. До захоплення підприємства активно долучився депутат від БЮТ та друг Ігоря Бойко Сергій Пашинський, який використав свої політичні зв'язки. Счастье иногда бывает, там, ну, кажется кому-то, что на белом коне какой-то там рыцарь или как там оно там, принц, да. А бывает счастье плешивое, шепелявое, в очках дерганое, но с деньгами. А теперь по поводу Артема Шевченко, который разоблачал Пашинского. Артем Шевченко сейчас стал пресс-секретарем МВД всея Украины. Смотрите, вот это Артем Шевченко в 2014 году видит, как правый сектор выносит ружья. Их тогда хлопнули в гостинице, а потом им дали вынести ружья. И знаете, у меня есть такое ощущение, что из этих самых ружей немало людей покосили на Майдане. Я не имею в виду правоохранителей. Ну, это такое просто предположение. Вот это вот звучит голос Шевченко. Он спрашивает, что у вас, хлопцы, это что, там, винтовки? Це гвинтівки, хлопці, що це таке у вас? Розкажіть. Це у нас труби, музикальні інструменти. Ну так, давай. А они типа, ой, смешно, отшутились. Это у нас трубы, музыкальные инструменты. Я же говорю, скольких они задудели этими трубами, это, знаете, можно только предположить. Скольких они заиграли до полного конца. Я думаю, что немало людей. Ну, просто такое вот какое-то ощущение. Я не видел никакого оружия, во всяком случае, открытого ношения оружия. И согласно договоренностям между МВД и правым сектором, оружие не вывозилось. Какое там оружие? Шлемы забрали, наколенники, налокотники. То, что были, скажем так, некие спецсредства, они забирали с собой, если под спецсредствами понимать шлемы, бронежилеты, ну и разного рода, скажем так, защиты, щиты, наколенники, налокотники. Вот это все амуницию, скажем так, это все бойцы правого сектора забрали и погрузили с собой в автобусы. Оружия открытого ношения я не видел. Ну и так как он общается с телеканалом «Дождь», то надо обязательно присказку сказать. Наверное, это выгодно Путину. Уверен в этом. Что же случилось с этим антикоррупционным бюро? Кстати, сразу же каюсь. Я назвал антикоррупционным комитетом вначале, а просто столько уже всяких антикоррупционных, знаете, антикоррупционный комитет, антикоррупционное бюро, вот это вот НАБУ, это что это? Бюро, наверное, да. В общем, как вы видите, последняя заливка видео в это объединение, которое возглавляет, наверное, до сих пор возглавляет Татьяна Черновол, а там заливка осуществлена 2 года назад. Они сжигают коррупцию. Чучело коррупции сделали и сожгли. Ну, после этого коррупция все, йог. А теперь переходим к следующему персонажу. Сергей Высоцкий. Сергей Высоцкий, украинский журналист. В прошлом. Сейчас народный депутат. Вот так вот он раньше выглядел. Работают фактически пропагандистские солдаты. Там ходят, потом клепают манипуляционные сюжеты вот, про укропов, фашистов и карателей. Поэтому ну, я не думаю, что этим людям сейчас стоит где-то здесь ползать по Верховной Раде. Ну, в общем, сами видите. С косичкой, такой дешевенькая рубашечка, какой-то костюмчик. Может, еще папин, я не знаю. И вдруг... Ой-ой, кто это у нас? Что это за метросексуал? Сережа, это ты? Почему это было сделано? У нас всегда, всю историю Украины, существовала простая достаточно коррупционная система. Ну, про коррупцию, судя по смс-кам, когда-то у Сережи перехватили смс-ки, там подсмотрели коллеги, бывшие журналисты, а он там решал вопросы интересные. В общем, про коррупцию Сережа отныне знает все. Но как мы его любили раньше, в дебильных свитерах дешевых, с этой нелепой косичкой, с неухоженным лицом, в штанах каких-то непонятных. Сережа, в кого ты превратился? Кого из тебя сделали деньги? Все, я устал от этой жизни. Следующий. Парасюк на вихід. Відбувалося на Майдані, тому маємо таку реакцію. Можу телеканали вам перезвати, якщо потрібно. Ой, худенький какой, мабуть, жерти хочет. Вот это Вовчик такой, Вовчик, ну что же у тебя с ручками, как спичечки. Ну, потом Вовчик уже пошел во власть. И когда он до нее дошел, лицо его начало расширяться. Вот уже расширенное лицо. И, ой, шампунем наконец-то пользоваться начал. Вовчик. Вот на этом видео Вовчику наваляли, и тут уже видно, что у Вовчика лишний вес не дает застегнуться рубашке. Вот он. Это... Шо, Боров?
получил, да. Ну и вот здесь вот хорошо видно, что у Вовчика как-то вширь пошел Вовчик. Возмужал, возможно, просто. Далее следует Андрей Лозовой. Андрей Лозовой выглядел, ну, реально как мальчишка. Мальчишка, еще когда он пристегивал себя к забору и кричал «Юлі волю». Не Причіпайте! Руки геть! Маємо знати, куди ці хлопці подінуться. Руки геть! Мені тільки що оцей сказав, що вб'є мене! Руки геть! Вот такой вот был Андрей Лозовой. Вот здесь он уже рассказывает, его уже отпустили, потому что при преступной власти Януковича долго особо никого не держали. Там пару человек, мы про одного сегодня уже, про двоих уже сегодня вспоминали, кого держали. Ну, этот козлиный Янукович, конечно, шария преследовал. Короче, вот такой вот был Андрей Лозовой. И вот мы уже попали во власть. Чик-чирик. Ну, стал богатый, но не обязательно же сжираться-то так, а? И где тут Андрей, при взгляде на которого текли слезы у любой жиночки и тянулась рука просто молочка налить. Куда ж ты удалился? Прошло-то всего ничего, а? Андрюша, всего 2 или сколько, 3 года? Но нет уж его, совсем другой он стал, другой. Ну и без вот этого крайнего нашего героя, конечно, была бы, ну, неполная наша передача, наш обзор. По которым играет наша армия, и которые привели к этой трагедии. Это важно не только как справедливое возмездие, это важно, чтобы... Долго-долго он ходил в своей клоунской маске, потом, когда он ее снял, ну, был такой небольшой шок, но присутствующие, кстати, там в зале журналисты не рассмеялись, ничего не поаплодировали, они мочить его начали чуть позже, когда такой тренд появился. В общем, но был такой худенький, потом начал что-то как-то добреть. Что, Сёма, не выспался или что? Как... Вареников прям наелся каких-то с утра. Ну а потом все, понеслась уже. Семен, вас покусали пчелы? Да, таким лицом метку бы хапануть. Ну, на этом наш обзор окончен. Хотя обзирать там еще много есть кого. Потому что странная метаморфоза происходит с украинскими борцами за светлое будущее людей, за какие-то идеалы. Как только они попадают во власть, они сильно меняются, даже внешне.